Международный аэропорт Бейрута имени Рафика Харири — единственный действующий коммерческий аэропорт в Ливане, и поэтому его ежедневно посещают множество путешественников со всего мира. Бесчисленное количество людей проходит через терминалы, и огромное количество багажа и посылок перевозится во все страны. Таким образом, вы можете себе представить, что безопасность аэропорта имеет первостепенное значение. По этой причине полицейский патруль и частные охранники следят за приходом и уходом. Но есть группа относительно невзрачных героев, которые работают в аэропорту. Ищущие собаки. Эти животные обучены обнаруживать подозрительные пакеты или багаж с запрещенными предметами. Это могут быть наркотики или даже деньги. Они знают, как правильно идентифицировать часть багажа и что делать дальше. Офицеры полиции хорошо знают знаки. Например, если собака-ищейка указывает носом прямо на предмет багажа или человека, сидящего совершенно неподвижно, это значит, что его нужно проверить. Это простая, но эффективная система. Во время обхода аэропорта эта собака обнюхала различные предметы багажа. Никто не обращал на нее особого внимания. Они знали, что у милого животного есть работа. Каким бы милым он ни был, они знали, что не могут остановиться и погладить его, иначе они будут мешать его важной работе. Поэтому в большинстве случаев люди одаривали проводника мимолетной улыбкой. Но вдруг собака показала, что учуяла что-то в одном из уже зарегистрированных ящиков, которые как раз находились в пути через аэропорт из одного пункта назначения в другой. Глядя на транспортную этикетку, полицейский увидел, что посылка везлась из Украины в Бейрут. Судя по всему, он прибыл несколькими днями ранее и ждал в аэропорту, чтобы его забрали. Следопыт сидел неподвижно, пристально глядя на коробку. Полицейский не сомневался, что его животное обнаружило что-то крайне необычное и, вероятно, незаконное. Собака-следопыт очень редко что-то неправильно идентифицирует, и он никогда не видел, чтобы его собака ошибочно подозревала человека или часть багажа. Дрессировщик указал, что собака может подойти ближе. Затем она прыгнула на ящик. Сама коробка была довольно большой, примерно 10 на 3 фута. Она была похожа на многих других, стоявших в аэропорту, так что ничего особенного в ней не было. Единственным отличием, которое заметил полицейский, были несколько маленьких, почти незаметных отверстий вдоль ящика. Собака сразу же их заметила, сунула нос прямо над одной из дырок и пристально принюхалась. При этом она издала небольшой стон. Эта реакция определенно была необычной. Следопыт выполнял свою работу много лет, и хныканье не входило в его репертуар реакций. Было ясно, что внутри есть что-то, что интересовало его больше, чем обычная контрабанда. Хозяин нахмурился, осматривая коробку вдоль и поперек. Что он должен сделать? Другие полицейские и сотрудники аэропорта собрались вокруг ящика, подняли его с пола и аккуратно поставили на стол. Офицеры знали, что в нем также может быть взрывчатка, которая может взорваться при открытии. Команда двигалась очень медленно и осторожно, и как только поставили коробку, вызвали саперов. Хотя вероятность того, что в коробке была взрывчатка, была маловероятной, так как она, несомненно, была бы обнаружена во время регистрации и сканирования в украинском аэропорту, они все же не рисковали. Все вышли из комнаты, но следопыт, казалось, торопился вернуться. Казалось странным, что собака так зациклилась на этой коробке, но по-прежнему никому не разрешалось входить в комнату, пока команда обезвреживания бомб выполняла свою работу. Пока они ждали перед зданием, собака скулила и бегала вокруг, пытаясь попасть внутрь. Хозяину это показалось странным, так как такое поведение для него было нетипичным. Они работали вместе много лет, но он никогда не видел своего животного таким взволнованным. Это вызвало у офицера всевозможные тревожные звоночки. Что было такого особенного или странного в этой коробке? Что было в нем? А пока им пришлось ждать. К счастью, саперы спокойно вышли из комнаты и сообщили другим офицерам, что внутри нет ничего опасного. По крайней мере, без взрывчатки.
Они осмотрели коробку с помощью металлоискателя и обнаружили, что внутри не было никаких электрических компонентов. Это было большим облегчением, но оставался еще вопрос, что же было в коробке. Им предстояло решить, что делать дальше. После некоторого обсуждения было решено открывать коробку медленно и осторожно. Но когда они, наконец, открыли коробку и заглянули внутрь, то были ошеломлены увиденным. За все годы, что офицер проработал на этой работе, он многое повидал. Наркотики, деньги, взрывчатка, контрабанда всех видов. Но он никогда раньше не видел этого. Внутри ящика сидели 3 тигренка, притаившиеся в опилках. Они были невероятно маленькими и выглядели очень худыми и слабыми. Было ясно, что они страдали и были заперты в этой коробке в течение очень долгого времени. Неудивительно, что собака так старалась достучаться до них. Испугавшись, они замолчали. Они были явно удивлены всем этим светом и новыми людьми. Никто не знал, как долго они находились в коробке. Но было ясно, что это должно было быть довольно давно. Повсюду были фекалии, а опилки были пропитаны мочой. В коробке тоже ползали паразиты и черви. Удивительно, что никто раньше не заметил эту коробку. Была вызвана защита животных, и 3 бедных тигрят собрали и доставили в приют, где им была оказана необходимая медицинская помощь. Хотя сначала казалось, что бедные животные не переживут своих травмирующих испытаний, то, что все они выжили, было маленьким чудом. Тигров, 2 девочек и мальчика, назвали Майя, Таня и Антон. К счастью, они остались вместе и не разлучены. Полиция установила, что тигрята были проданы зоопарком в Украине. Они принадлежали к помету из 12 щенков. И хотя хорошо, что эти 3 выжили, никто не узнал, что случилось с их братьями и сестрами, отправленными в другие места. Директор зоопарка был арестован, обвинен и приговорен к длительному тюремному заключению. И все из-за полицейской собаки-ищейки, которая просто выполняла свою работу и в итоге была вознаграждена множеством похлопываний. Если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. У нас много интересных историй о спасении животных. До свидания.